Всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас обзор, возможно, самого удачного поколения Suzuki Skyway Burgman, если рассматривать одноцилиндровые модели. После того, как вы куда-то приехали и заглушили двигатель, он может не запуститься. Честно, терпеть не могу этот комби-брейк. Если мотор расходует масло, его все равно обязательно менять по регламенту. То, что вы его обновляете, доливая, вообще ничего не значит. Сегодня у нас обзор проблемных мест скутера Suzuki Skyway F400, который выпускался с 2003 по 2006 год. 400-ка маркировалась SK43A, начало номера рамы, а 250-ка CJ43A. И, возможно, это самое удачное, не побоюсь этого слова, поколение всех 400-ок, которые когда-либо выпускались у Suzuki. Двигатель на нем стоит такой же, как на предыдущих карбюраторных моделях, и именно двигатель является его главным слабым местом. Они все конструктивно страдают масложором. На штатном вариаторе при скорости свыше 120 км в час на исправном штатном вариаторе расход масла был даже у новых таких двигателей. Чего уж говорить об изношенных старых, которые очень много пробежали. В 2007 году с выпуском 44-го кузова двигатель был полностью изменен, и слабым местом как таковым он быть перестал. Но появилось много новых слабых мест, о которых я уже рассказывал. Сейчас где-нибудь здесь прикреплю ссылочку, если не смотрели, обязательно посмотрите. Несмотря на то, что эти двигатели страдают масложором, я все равно их считаю достаточно удачными, потому что главной причиной их смерти обычно является упущенное масло при невнимательности владельца или при его незнании. Было очень много случаев, когда люди покупали подубитый скутер и валили на нем по трассе на все деньги, и масло при этом заканчивалось. Это кончается в первую очередь задранной поршневой, также страдает рокера, распредвал, то есть головка, и в последнюю очередь обычно страдает коленчатый вал. В принципе, если масло не упускать, менять его по регламенту, да, кстати, если мотор расходует масло, его все равно обязательно менять по регламенту. То, что вы его обновляете, доливая, вообще ничего не значит. Так вот, этот двигатель без ремонта вполне спокойно проходит от 100 до 150 тысяч километров. Разумеется, если он ремонтирован не какими-нибудь китайскими запчастями, коих сейчас на рынке много. Я уже неоднократно говорил, что если вы хотите собрать нормально, то это вообще не вариант. Данный двигатель достаточно хорошо ремонтируется. В принципе, ничего нету сложного сделать на нем полноценный капитальный ремонт. Самое ценное – это головка блока цилиндров. Все остальное, в принципе, можно починить. Вопрос только в цене. Что касается навесного оборудования. В видео про более свежие модели вы могли слышать от меня много нелестных слов про дроссельную заслонку, бензонасос проблемный, еще какие-то моменты по навесному оборудованию двигателя. Так вот, в этом скутере все эти проблемы отсутствуют. То есть навесуха здесь максимально простая. Двигатель такой же, как карбюраторный, но на нем стоит обычный классический инжектор, и никаких особых проблем на нем не возникает. В основном ты об этом не думаешь. Также в этом скутере отсутствует проблема с задним колесом, которая была на карбюраторных моделях. Здесь это первое поколение, где эта проблема была исправлена раз и навсегда, потому что на карбюраторных скутерах были все время эти проблемы со втулкой, с проворотом втулки, с растрескиванием колеса. Проблему с растрескиванием колеса на старых скутерах они решили в 42-м кузове, сделав чуть другие усилители, но проблемы с втулкой никуда не делись. И здесь они решили проблему кардинально, начав производить колесо на ступице из 3 болтов. И об этой проблеме вообще все забыли. Что касается вариатора, всех всегда, как обычно, волнует вариатор. Значит, здесь таких серьезных проблем, как на К7 и свежее, вы тоже не найдете. Потому что если вариатор заводской и он еще в хорошем состоянии, вот перед нами экземпляр с родным пробегом 24 с копейками тысячи километров, и там вариатор в очень хорошем состоянии. На К7 он к такому пробегу
может быть уже довольно сильно изношен. То есть металл, из которого в те годы изготавливали вариаторы, значительно качественнее, чем пошел на более свежих моделях. Безусловно, тут тоже есть особенности. По-хорошему, ему тоже нужны грузики доктор Пули, чтобы снизить обороты. Кстати, двигатель расходует масло именно из-за оборотов, потому что данная конструкция поршневой с вот этими вот маленькими отверстиями для слива масла из-под маслосъемного кольца не способна нормально отводить масло при 7 и более тысячах оборотов. Именно с этим призваны бороться грузики доктор Пули, то есть сохранить нормальный разгон и при этом снизить обороты на трассе. Тогда и масложор так сильно напрягать не будет. Да, здесь тоже бывает перегреваются колоколы сцепления. В первую очередь это связано с загрязненными вариаторами, с тем, что люди не чистят фильтры вариатора. В целом здесь нету проблемы с трехколодочной платой, потому что все они ставились пятиколодочные. В целом ресурс вариатора на этом более старом поколении значительно приятнее, чем на К7. Сложность только в одном – это купить такой скутер в хорошем состоянии, потому что их цена что-то уже превышает на рынке для многих какие-то разумные границы. И в принципе за цену вот такого вот скутера в хорошем состоянии можно вполне купить К7 чуть-чуть похуже. И, естественно, большинство людей выбирает К7. Также важно для хорошего ресурса двигателя не забывать регулировать клапана по регламенту. Если у К7 регламент проверки зазоров клапанов – это 30 тысяч километров, и там клапана регулируются шайбами. Причем на первой тридцатке чаще всего можно на эту проверку забить, потому что, как правило, на первой тридцатке они еще в порядке. То здесь 12 тысяч километров, залез, отрегулировал. Но, благо, здесь нету никаких заморочек с шайбами, здесь винтики и контргайки. Все очень просто, и никаких лишних запчастей здесь не требуется. По тормозам мы здесь имеем комби-брейк, такой же, как у карбюраторных моделей. АБС на них не устанавливался. Что значит комби-брейк? Это значит, что правая ручка у вас тормозит передним тормозом, а левая ручка тормозит у вас двумя тормозами сразу. И передним, и задним. Честно, терпеть не могу этот комби-брейк. Я целый сезон к нему привыкал, и потом еще целый сезон от него отвыкал. На самом деле, лично у меня комби-брейк пару раз чуть не становился причиной падений. И некоторые, кто сталкивался с такими ситуациями, кто до этого ездил на мотоциклах, со мной полностью согласны. Или кто ездил на них хоть как-то динамично. Потому что как тормозит среднестатистический мотоциклист? Ну, по крайней мере, который нормально умеет тормозить. Значит, у любого мотоцикла передний тормоз основной, поскольку вес в любом случае при торможении переносится на переднее колесо. Логично, что вы сначала нажимаете на правую ручку, у вас сжимается подвеска и вы тормозите достаточно эффективно. Когда вам этого тормоза не хватает и вы чувствуете, что еще чуть-чуть и колесо сорвется в юз, вы начинаете дотормаживать задним тормозом. И вот тут проблема, что на левой ручке-то два тормоза. И по привычке получается, что у вас переднее колесо тормозит еще сильнее и срывается в юз. Вероятность упасть при таком раскладе очень велика. Те, кто ездят спокойно и курят в шлеме, никуда не торопясь, часто тормозят только левой ручкой. В принципе, это имеет место быть. Я так понимаю, что именно это и задумано компанией Suzuki. Однако для мотоциклиста переучиваться придется. Проблема заднего суппорта тут классическая, но ее здесь проще диагностировать, ничего не разбирая. Если вы заглядываете, смотрите на суппорт с правой стороны, со стороны глушителя, то вы можете видеть колодку и за ней тормозной диск. Так вот, если эта колодка своим торцом начала на алюминиевой части основания тормозного диска натирать борозду, значит, можете смело снимать суппорт и присылать его нам на ремонт, или присылать корпус на обмен, или приезжать к нам на его ремонт, поскольку адекватных альтернатив данному ремонту так и не было пока придумано. Мы стараемся максимально много их делать для того, чтобы вы катались с нормальными тормозами. По подвеске никаких особых отличий от карбюраторных моделей здесь нет. Скутер очень низкий, и будьте готовы, что при езде с пассажиром вы, скорее всего, будете цеплять все лежачие
настоящие полицейские. Также иногда вы можете столкнуться со скутерами, у которых обломан виток на пружине заднего амортизатора. Иногда такое происходит у них от старости. Последнее время вижу все чаще. Также у заднего амортизатора есть регулировка преднатяга пружины. И она выглядит как крутилка под задним левым пластиком. У 250-ки, если что, такая регулировка отсутствует. Так вот, эта система чаще всего завоздушена, и если ее прокачать, кто-то для этого использует минеральное масло, кто-то для этого использует тормозную жидкость, в интернете есть информация, как это сделать, то эта регулировка заработает и проработает до следующей прокачки еще пару-тройку лет. Чаще всего это реально работает. В таком случае вы сможете поджать пружину, и скутер будет чуть меньше цеплять обо все неровности центральной подножкой. Кстати, она достаточно удачно стоит и прекрасно защищает двигатель от всех повреждений в таких случаях. Еще по подвеске стоит обращать внимание на подшипники переднего колеса. Ходят они в среднем 30 тысяч километров, иногда 40. Они слабенькие, но стоят копейки. Вилка здесь традиционно с одной траверсой. Ну, сказать, что она слабовата, это, в принципе, будет правдой, но в целом большинству на этом скутере с учетом его массы вилки этой хватает. Подшипники рулевой колонки шариковые, проблемными не являются, в отличие от 44-го, опять же, поколения. Также на 43-м кузове установлен замок зажигания, такой же, как у 650-ок и более современных 400-ок, которые называются Бургман. Потому что, как я вам уже говорил, на Skyway, начиная с 2007 года, у нас бесключевой доступ, на который проблема сделать метку, а на Бургманах ставился обычный ключ. Так вот, у этого замка есть две проблемы. Первая, обламывается задняя часть личинки замка зажигания. В таком случае самое главное, не пытаться доламывать замок при разборке и сразу же присылать или привозить его нам. Мы умеем это дело аккуратно и недорого ремонтировать, так что получается надежнее заводского и дешевле бэушного замка. Вторая проблема – это контактная группа. Чаще она, конечно, болеет на 650-ке, но на 400-ках тоже иногда бывает. Часто ее перегружают установкой более мощных лампочек в фару, потому что родные лампочки здесь должны стоять 35 на 35 Вт, а часто люди ставят 55 на 60. Естественно, нагрузка на уже достаточно пожилые контакты возрастает, и вероятность заменить контактную группу тоже растет. Реле на фары здесь отсутствует, как и на всех остальных моделях. Оригинальный глушитель на данную модель в хорошем состоянии уже является очень большим дефицитом, так как из-за вибраций, из-за больших пробегов, а также из-за расхода масла, которое попадает в глушитель и догорает там начинают потихоньку разваливаться внутренности. И если на К7 и свежее в основном поменьше пробеги, и эта проблема еще пока не ощущается, хотя я уже такие видел, то здесь вы можете найти эту проблему на каждом втором скутере. Купить оригинальный глушитель в хорошем состоянии, чтобы в нем ничего не гремело, когда вы его вот так трясете в снятом состоянии, уже практически невозможно. Народ решает эту проблему по-разному. Кто-то ищет на разборках до упора глушаки, кто-то ставит какие-то прямотоки, очень много их уже из Японии приходит с прямотоками, кто-то начинает альтернативные какие-то банки приваривать. Я видел, например, несколько скутеров с банками от Харлеев или просто других мотоциклов. При наличии прямых рук это решить можно. Помимо этого, из-за возраста на больших пробегах у них также, можно сказать, расходником являются стартер и обгонная муфта. После того, как вы куда-то приехали и заглушили двигатель, он может не запуститься. Это часто может означать, что у вас срезала шпонку на роторе генератора. А самой частой причиной срезания шпонки ротора генератора является как раз таки убитая обгонная муфта. Когда вы глушите двигатель, вы слышите такой догоняющий металлический звук. Бу-бум! И вот это как раз таки удар через обгонную муфту по ротору генератора, который начинает смещать его по конусу и разбивать потихонечку шпонку. Рано или поздно это все приводит к провороту. И если у вас такое произошло, обращайте особое внимание на состояние кулачков и ответных частей обгонной муфты. Если что, механизм нужно заменить в сборе, так как ресурс стартера все это дело тоже сокращает. А на этом сегодня у меня все. Буду надеяться, что данное видео
видео было вам полезно и интересно. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Я там делюсь различными интересными мыслями. Ну и, в общем-то, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы все сами знаете. Скоро открываем сезон.